Добрый день, меня зовут Андрей Стапинас, и это мое ток-шоу «Кусочек правды». Такой маленький-маленький кусочек. И сегодня у меня в гостях один из самых скандальных адвокатов в России. Человек, который за словом точно в карман не полезет. И, как он сам себя называет, интеллектуальный гопник. У меня в гостях адвокат Марк Фейгин. Добрый день, Марк. Привет, Садис. Марк Фейгин родился в Самаре. Известный адвокат, юрист, кандидат юридических наук. Широкую известность приобрел, защищая панк-группу Pussy Riot. Также представлял в суде интересы активистов Болотной площади. Защищал украинскую летчицу Надежду Савченко. Именно после судебных процессов, где Фейгин выступал в качестве адвоката, появился термин «политическая адвокатура». Марк, мы всегда начинаем с такого единого вопроса. Что для вас означает словосочетание «русский мир»? Вот как вы это понимаете? Ну, абсолютно точно это понимание отлично, другое, чем в него вкладывает абсолютное большинство русских обывателей. Для меня все-таки русский мир больше связан со старой Россией, которой больше нет. Ее больше нет. И поэтому всякая попытка ее возродить, это понятие, и через него эти смыслы придать ему, мне кажется, является больше искусственной. Русского мира больше нет. А что это старая Россия? Это Советский Союз? Это... О, нет, или еще старше? Нет, это все-таки речь идет о национальной России. России, какой она, пусть в лучший свой, самый блестящий период имперский, 19 века, например, да, тогда уместно говорить о русском мире, потому что он был самобытным, с одной стороны, а с другой стороны был частью, несмотря ни на что, частью большой европейской культуры. И русский тогда был синоним европейца. А сейчас этого нет. Сейчас это ушло. Может это еще возвратиться? А это загадка. Это загадка. Это историческая загадка. Мы не можем предвосхитить, как изменится и это понятие, а вместе с ним и вообще все, что есть 1/8 часть суши, называемой сегодня Россией. Мы не знаем. Шанс такой есть. Марк, если возвращаясь тоже в прошлое, но не такое далекое, очень интересный у вас титул все еще остается. Вы самый молодой госдепутат Думы всех времен, скажем так. Ну, в общем, да. Как это случилось, что 22, да? Там мне было, я стал в декабре 93-го, родился в 71-м в июне, 22 года. Ну, так это пацан совсем. Ну да, я был очень молодой. И вы начали творить новую Россию, в принципе. Вы знаете, это случай. Это все-таки случай. Это были революционные такие времена. Я долгое время уже до этого принимал участие в политической жизни России. Я принадлежал к радикально-демократическим организациям, антикоммунистическим, антисоветским. Ваш коллега в этой Думе говорил, что все депутаты Думы той поры, они больные. Очень был такой интересный. Они больные политикой, потому что тогда в политику шли визионеры, может быть, вот такие, а сейчас, наверное, вообще непонятно. Да, это были идейные люди. Люди, которые имели убеждения, я бы так сказал, в широком смысле. Знаете, как Кант когда-то сказал, чем отличается личность от обычного человека? Тем, что личность одержима идеями. Вот так создаются личности в политике, кстати сказать. И это верное определение, потому что всех тех, кого я знал по этой первой Думе, переходной Думе, от советских органов к органам парламентским уже по новой Конституции, это даже люди противные мне, с коммунистическим взглядом, но это были люди идейные. У них материального было куда меньше, чем одержимость реформами или контрреформами, но все-таки они верили в то, что они делали. А сейчас? А сейчас нет, этого давно уже нет. Это вы знаете еще... Когда погибла, скажем так, идея настоящего парламента в России? Она началась и сразу же практически погибла. Почти сразу. Потому что последующие думы после нашей первой думы государственной 93-95 года, они уже были итогом компромисса власти, внутри самой власти и денег, вот так скажем. Как только появились деньги, там, с одной стороны, регрессивные какие-то вещи начались, да, собственно говоря, было привычнее вернуться к советским формам управления, да, для того, чтобы защитить свои интересы. И парламент для этого был совсем не нужен. Да. А уж когда к власти пришел Путин и вообще вся эта комарилья, так сказать, постсоветская, в основном из спецслужб, то как бы этот процесс ускорился и просто самоликвидировался в начале 2000-х годов.
Марк, давайте тогда про вас. Вот я от чего и начал. Вы сам себя в один раз назвали интеллектуальный гопник. Ну, я так, с иронией об этом. Ну, конечно, но да. все же, как это понимать? А так, что я живу в исключительных условиях. То есть, вот мерки, с которыми подходят к адвокату или интеллектуалу, которые приняты на Западе, ну, в традиционном цивилизованном мире, они в России же не работают. Почему? Потому что ценность интеллекта низкая. Понимаете, интеллект должен уметь себя защищать. В России вы живете как в условиях кислотных. Я не знаю людей, которые выжили в моей жизни, в которой я сейчас живу, я живу в Москве, занимаюсь политической защитой, я политический адвокат, хотя бы 5 минут. Пусть проживут моей жизнью 5 минут. Я таких людей мало каких встречал. В основном эти люди ломались быстро. И поэтому для того, чтобы защитить мой интеллект я вкладываю гораздо шире. Это и мои убеждения, да, это и мой бэкграунд, моя, так сказать, жизнь. Мне приходится ее защищать. И поэтому гопничество – это форма существования интеллекта в русских условиях. Интересно, но вот защита интеллекта. Вот я понимаю, вот тоже читал, что вы страшно разругались со своим отцом по поводу Канта. Но доказательство Канта также неубедительно. Да взять бы этого Канта за такие доказательства! И года на 3 в лагеря! Иван. Именно. Точно. Была Да, такая да. ситуация. Мы 5 лет не разговаривали. Из-за Канта. Ну, мы начали обсуждать немецкую классическую философию. Я просто подлинно это помню. Отец умер уже в 2010 году. Я могу уже задним числом корить себя за это. Но, вы знаете, это не единственная была с ним ссора. Мы спорили о некоторых вещах, которые вдруг... Это касалось, по-моему, категорического императива. И вот мы разругались ужасно. И я с ним помирился только после того, как стал депутатом Государственной Думы. Марк, ну так вот, в одной руке, как говорится, Кант, да, интеллектуальный спор, в другой руке, если можно так сказать, опять же, вы защищаете интеллект, называя своих коллег ебаными сучками. Pardon my French. Я не помню точно этой цитаты. По-моему, у меня еще более крепкие выражения были, мне так сдается. Я вообще блогер, как бы, и считаюсь очень известным в России блогером, и за словом в карман действительно не лезу. Но, вы знаете, крепкие эпитеты, обсценная лексика – это норма жизни русского человека и русского обывателя. Если вы не разговариваете на этом языке, неважно, в интернете или в обыденной жизни, то вы не вполне можете соответствовать жизни, которая вокруг вас. Это не так, как в Европе. В Европе нельзя себя так вести. А в России, в силу исключительности условий, только такое поведение, к сожалению, является конвенциональным. По-другому люди не понимают. Откуда это, ну, не взялось, но врослось в кровь, если так можно сказать? Это советская традиция, безусловно. А это соединение мещанства, страха и одновременно агрессии. Вот их надо, этот коктейль, как-то в одном отдельно взятом индивидууме соединить. И вот он соединяется через вот такую форму откровенного, так сказать, зачастую гопничества, такого откровенной возможности дать сдачи, да, ответ какой-то, произвести на всякое агрессивное поведение по отношению к тебе таких же людей. Да, но время идет, времена Советского Союза удаляются, например, ну, скажем, у нас в Прибалтике, они тоже это самое было, да, и Советский Союз, и эти, скажем так, советчина в крови, но уже новое поколение вырастает более-менее без этого. А как в России, как новое поколение? О, нет, вы знаете, сейчас как раз идет период реинкарнации. Точно? Да, абсолютно. Советский регресс, он сейчас дал такие всходы, генетические даже, в том числе, что порой становится страшно. Конечно, какая-то часть молодежи, та, которая, в общем, вестернизирована, да, она уезжает. То есть из России она уезжает, потому что вот, цифр реальных никто не интересуется, а на самом деле они гигантские, понимаете? И это не только политически активная часть, но и люди, которые просто хотят делать карьеру. Они уезжают, и они как бы в основном пытаются ассимилироваться в западной культуре, в западной среде, и там они меняются. Если они остаются в российской среде, в российской вот этой культурно-бытовой среде, то они как раз нивелируются под существующий вот этот этический и эстетический уровень, который сейчас там существует. Ну и потом власть сама провоцирует это. Власть этого хочет. Она же использует пропаганду прежде всего, чтобы эти чувства, да, возбуждать в людях. И справляется с этим вот так. Триггеры. Да, конечно.
Вы являетесь одним из самых скандальных адвокатов в России, можно так сказать? Это с точки зрения российской пропаганды. Да, им выгодно рисовать мой скандальный образ, потому что скандальным у них считается, как я уже сказал, неконвенциональное поведение. Если ты не любишь Путина, то ты скандален. Но я имею в виду, например, ваши дела. Они принимали такой скандальный оборот, скажем так, и Pussy Riot, и Да. Савченко, и татары Крыма. Но вот, опять же, этот скандал, вы это видите чисто негативный, как пропагандический. Это внешнее восприятие. Оно вызвано, еще раз повторяю, противодействием гигантским, которое осуществляется властью, Кремлем по отношению к моим подзащитным и ко мне, как актору этого процесса. То есть им выгодно рисовать во мне не политического оппонента, а некую, ну, демпинг какой-то совершать по отношению к моей репутации и так далее, и все это обрисовывать как некую скандальность. На самом деле это исключительно действие власти, и попытка противодействия ему, она слабее заранее, понимаете? Ну, то есть, грубо говоря, пропаганде я всегда проигрываю. Потому что я один, а там машина. А как насчет аксиомы, что нету плохой рекламы? Если про вас говорят, если про вас показывают, если вы всегда на телеэфирах, вы у микрофона, смотрю, и с Pussy Riot, и с Савченко, и с другими. Мы знаем этого адвоката, он очень крутой, Знаете, Или это известность и скандальность. Это две разных вещи, потому что вы видите меня в основном, как это ни странно, по СМИ, но не российским. Если вы воспринимаете мою известность через СМИ, будь то в Украине, я очень много, так сказать, известен в Украине, или же, так сказать, некоторых европейских, часто комментируя дела, там, той же там, Савченко, или вот сейчас я защищаю Сущенко, который обвиняет в шпионаже, то скорее там складывается более позитивный образ. А в российских госсми меня рисуют как человека неадекватного, человека, который исключительно агрессивен, который, так сказать, не защищает, а скандалит. Это целенаправленный вектор пропаганды, и не более того. Поверьте, это совсем не соответствует содержанию, вообще никак, ничего общего не имеет. Сейчас я вам задам вопрос, который, наверное, в эти недели слышите каждый раз, и кажется, даже сегодня в Вильнюсе к вам подскочили федеральные каналы. Тоже, да. И вчера, да, они так как-то так затаиваются здесь в Вильнюсе, как бы их там кто-то преследовал, но и тогда выскакивают. Но, опять же, Савченко, имя к вам с вами уже очень тесно сопутствуется. И как вы видите эту ситуацию из героя Украины, Да, преступника. террориста, в принципе? Террориста. Ну, вообще, это, конечно, ужас. То есть надо понять, что человека, которого я вытаскивал из тюрьмы, я же не просто ее защищал как клиента, да, как это было бы принято здесь, в любой цивилизованной стране, где, в общем, нужды в публичной защите политического свойства в ней не всегда есть необходимость, потому что есть суд, независимый суд. Ну, в Литве тоже. Можно любые какие-то претензии, критику, но, тем не менее, есть система, здоровая система. Моя защита, она специфична тем, что я работаю, представляя закон, защищая общество, вне отсутствия независимого суда. И поэтому для меня это очень дорогая цена, которую я плачу за то, чтобы вытащить человека из тюрьмы. И когда человек сам обходится своей жизнью так, что не ценит этого, и так легко распоряжается ей, что свою свободу, полученную такой высокой ценой, теряет, вернувшись на родину, для меня это большой ущерб репутации, конечно. И это уязвление в известном смысле. Но я считаю, что источник своих бед в Украине она сама. Она сама, Надежда Савченко. Это не попытка преследовать ее. Она герой. Она вернулась в мае 2016 года героем, понимаете? Да. Ее боготворили, и растерять за 2 года и довести все до такой степени, связавшись совсем не с теми людьми, до того, что она попала вновь, так сказать, в тюрьму, уже в украинскую, ну, это надо умудриться, это надо суметь. Это надо суметь, и она сумела. В этом смысле она исключительна. Ну, а как вам вот этот вопрос? Будете ли защищать Савченко? Он идиотский? Да нет, он не идиотский, но я на него ответил, я защищать ее не буду, хотя я право такое имею в Украине, я являюсь иностранным адвокатом украинским, то есть статус мне позволяет, в принципе, вступить в дело с другим, так сказать, адвокатом украинским непосредственным, но мой иностранный статус дает такое право, но я не буду этого делать. У меня есть принцип, я защищаю невиновных, это очень важно. Понимаете, если я убежден в невиновности своего подзащитного, то это помогает мне, так сказать, быть последовательным, яростным, так сказать, бескомпромиссным и так далее. В случае, которым оказалась Надежда, я не очень уверен в ее невиновности, поэтому для меня, ну, опять же, это решит суд.
Это не решает адвокат. И я считаю, что специально никто ее преследовать не хотел. И ей нужно просто избрать линию поведения совершенно отличную от защиты, которая обеспечивала эту линию поведения в России. Потому что там нам надо было апеллировать больше к общественному мнению, да, за отсутствием суда, который действительно незаконно ее невиновную привлек к ответственности следствия суда. А в Украине ей надо просто доказать свою невиновность процессуальными способами. Ну вот вчера была такая цитата из главы Закарпатской областной госадминистрации Геннадия Москаля. Он заявил, что вы работаете на ФСБ, занимаетесь перевербовкой людей. И в принципе, ситуация довольно ясная для него. Ну, что касается самого Москаля, по-моему, он просто старый идиот. Вот с моей точки зрения, он там всем раздает такие эпитеты. Ну, Украина — это просто специфическое общество, там люди немножко параноидальны, это нормально. Так и должно быть в условиях войны. Люди во всем должны видеть, как бы, ну... руку Кремля. Да, конечно. Ну, потому что это неизбежно. Что касается, собственно, содержания, вы понимаете, как... Кремль действительно имеет обширную агентуру. Он действительно занят инфильтрацией, в том числе и адвокатского сообщества. Но проблема заключается в том, что я не инструмент. Поэтому попытки обвинения меня, параноидальные попытки в том, что я являюсь частью этой системы, будучи там агентом спецслужб или чем-то, выглядят глупо по той простой причине, что у меня есть публичная позиция. Я враг Кремля, я враг Путина и враг российских спецслужб. Не противник, враг. Я хочу уничтожения этой системы полностью и окончательно. Но опять же, про вас и про вашу деятельность в Украине. Депутат Рады Михаил Добкин про вас сказал... Вместо того, чтобы выслушать мнение какого-то адекватного человека, вы находите специалиста по хлебу, салу и мягкому металлу, который... Ну, вот то, это что он вы сейчас... о Марке Фейгине? Ну, конечно. Мнение этого человека, ну, абсолютно иногда вызывает, мягко говоря, недоумение. Я, знаете, по поводу Добкина, я вам сейчас расскажу. Есть такая цитата. Был такой знаменитый еврейский писатель Ефраим Севелла. Он эмигрировал в Израиль. Потрясающий у него был роман, вот прям к Добкину подходит. И у него такая цитата, я ее привел в отношении Добкина, что русский Иванушка-дурачок по сравнению с еврейским Шлейпером, это Ломоносов, понимаете? Если уж еврей-дурак, понимаете, просто идиот клинический, то это ни с чем уже не сравнить. Вот Добкин это из этого разряда вместе с своим братцем. Вот, это что касается образа, а что касается содержания, ну, Добкин, понимаете, он же работает с Москвой, это не секрет, он бывший видный функционер партии регионов, сейчас он в Раде, так сказать, является неким сингл-элементом, так сказать. Оппозиция? Это не совсем оппозиция. Оппозиция это Батькивщина, Юлия Владимировна Тимошенко, да, это не промосковские силы, это силы самостоятельные, они просто борются с властью Порошенко как лидером нации, так сказать, как первым лицом, а Добкин это просто прямая, так сказать, связь с Кремлем, и поэтому его характеристики в Украине не стоят ничего. Хорошо, но очень все равно интересно было окончание его интервью, где он сказал, что... О ком вы говорите? Какой Фейгин? Я с ним попытался подискутировать в социальных сетях, он не нашел ничего лучшего, как написать какие-то слова ругательные и заблокировать меня. Ну, о ком вы говорите? Об этом придурке. И заблокировали депутата. Может, помните, что за слова ругательные такие? Это роль ругательная, я прошу ее ко мне не применять. Боже мой, ну и домик у нас то обворовывают, то обзывают. Я вообще ничего не помню. Просто, ничего не такое помните. количество в Твиттере подобных персонажей. Я отличаюсь тем, что я их просто блокирую. Я как бы стараюсь не реагировать. Их болезненные реакции на то, что я их блокирую, это значит обделяю вниманием. Понимаете? Ну, Добкин такого внимания ну совсем не заслуживает. Даже депутат Рады, да? Да какой же, ну, понимаете, это несопоставимый интеллект, понимаете? Но это все равно, как я бы с извозчиком рассуждал о теоретической физике и бесконечности Вселенной. Добкин на этом уровне находится, понимаете? Давайте в конце интервью про нашего любимого персонажа, про Владимира Владимировича. В 2012 году вы говорили в своем блоге, кстати, еще вписали на «Эхо Москвы», сейчас у вас, наверное, не очень Нет, не было очень. бы много... А им запретили меня публиковать. А, просто так? Просто, да. Я думал, что вы уже... Не, а им запрещают. «Эхо Москвы» сейчас полностью подконтрольно Кремлю. Окей. Вы писали, вступая в седьмой десяток, Путин будет исчерпывать отведенный ему лимит на принятие разумных решений. Ну, в принципе, как Смотрите, в воду... я прав оказался. Да, как в воду глядели.
Дело в том, что, вы знаете, русская власть, она же имеет геронтократическую традицию. Ну, вспомните, вот эти члены Политбюро. Да, из них подтекало, но они продолжали стоять на трибуне. Вы знаете, что у них туалет там прям стоял. Вот. Я думаю, что Путин двигается ровно по этой традиции, так сказать, к своему концу, потому что он не уйдет от этой власти, а разумность его решений, вы знаете, она даже чуть раньше 2012 года, так сказать, уже выглядела так, потому что, понятно, 2014 год, война с Украиной, оккупация Крыма, сейчас Сирия и так далее. Но уже в 2008, говоря, когда в Грузии имели место события, и российские миротворцы, так называемые, дошли до Поти, это тоже нельзя признать нормальным решением. Оно укладывается в одном ряду с этими агрессивными попытками восстановить бывший СССР. И поэтому разумность ему отказала гораздо раньше. Но его старение, его маразм, его паранойя, они будут, так сказать, увеличивать количество подобного рода решений, критическую их массу. И рано или поздно это приведет к концу, к сожалению, не только его, но и вот той России, которая сложилась, путинской России в последние 2 десятилетия. Опять же, Марк, отзвуки от трагедии в Кемерово вы тоже писали, что система не справляется, это видно, но люди боятся все же что-то делать, выходить на улицы и тому подобное. И мы видим, что революция, вот, мне кажется, Аркадий Бабченко сказал, что она очень быстро сломалась. Да. 2 дня и все. А это даже не революция. Это, я вам сказал, когда я говорю о катастрофе, особенно технологический элемент здесь важен. Понимаете, у них перестает все работать. Вот в какой-то момент... закончился годность. Ресурс. Да. А новый он не восстановлен, как бы все разворовано. Плюс санкции, они, конечно, дают себе знать, особенно в технологической области, очень сильно. Посмотрите за передовыми прежде отраслями российской промышленности, будь то в космической сфере или там транспорта и так далее. Что касается протестов, вы понимаете, это старая проблема, когда социальный протест не в состоянии в России перейти к политическим формам. То есть люди выходят, они возмущены, слушайте, погибли дети. Да, конечно. И они обвиняют в этом кого угодно, только не высшую власть и даже не местную власть. Протест направляется в безопасную сторону. Он направляется по отношению к стрелочникам. И все повторяется снова и снова. Вы знаете, как в калейдоскопе. Вот эта картинка, она как день сурка, раз за разом повторяется. Ведь это же зимняя вишня, так называемая, вот это Кемерово, торговый центр, который сгорел, без окон, понимаете, бывшая какая-то фабрика, пекли то ли хлеб, то ли что-то, значит, превратили в кинотеатр. Где это видно? Как такое может быть? Да? Значит, до этого был там теплоход утонул с детьми, просто взяли детей, закрыли, Булгария так называлась, это теплоход, и там несколько десятков детей просто утонули. Это говорит о чем? О том, что люди просто боятся, во-первых, они просто боятся, панически боятся власти, потому что она может наказать, она может, так сказать, отомстить, и поэтому они, так сказать, эти табу соблюдают в отношении высшей власти особенно. Да. Путин это абсолютный табу. И требовать отставки правительства, что было бы естественным в условиях любой европейской демократии, в России тут же, так сказать, заканчивается на уровне, в лучшем случае, отставки губернатора, да еще и почетной, да еще и так далее. А садится какой-нибудь пожарный, да, который, так сказать, то ли дверь закрыл, то ли не закрыл. И вот вы знаете, перекинуть этот мостик от социального недовольства к политическому не удается уже 2 десятилетия. Люди останавливаются перед возможностью что-то изменить в стране. Они хотят изменить только вот на локальном уровне. Река слишком широка для такого. Увы. Хорошо, теперь вопрос от моего помощника, виртуального, вот такой, как говорится, маленький диктатор. Скажите, Марк, вы как адвокат готовы работать с кем угодно во имя справедливости? Возьметесь защищать, например, меня, скажем, в Гааге? Нет, Владимир Владимирович я защищать не буду. Это против моих моральных принципов. Вообще? Не буду его защищать, потому что я знаю, что для адвоката, и это действительно его обязанность, не идентифицировать свои интересы с интересами клиента. И можно защищать виновных. Но я более специфический адвокат, я другой. Поэтому я этого делать не буду. Мои убеждения важны для меня не менее, чем мои профессиональные обязанности. Хорошо. Последний вопрос. Вы являетесь врагом Кремля, как сам. Абсолютно точно. Вы критикуете Кремль, но говорите, была ваша фраза, что Кремль вас не трогает, так как вы слишком публичны. Точно чуть так. не сказать, если говорить по новостям, токсичны. А вы уверены в этом? Ну, до определенного предела. Ну да, вот. Они должны оценить баланс издержек от такого преследования и пользы.
Сегодня для них, так сказать, издержек для уже окончательного меня преследования, ну, чтобы выгнать из страны или посадить, их будет больше, потому что, так сказать, от меня нет такой угрозы режиму, которая бы требовала бы от них подобного рода усилий. Но если вдруг представить себе, что я, так сказать, стану этой угрозой, ну, сопоставимой хотя бы там с Немцовым или Навальным, то при чем они остановятся? Конечно, нет. То есть пока им просто игра не стоит свеч. Одни говорят так, и Да. я считаю, я согласен с этим, игра не стоит свеч. Другие говорят по-другому, особенно в Украине, там, с теми, с кем я встречаюсь, те, кто наблюдает за ситуацией относительно политзаключенных, они говорят, а нам даже выгодно, им выгодно, Кремлю выгодно иметь такого адвоката, потому что в процессах политических им выгодно, Кремлю говорить, почему вы говорите, что у нас нет суда? Почему вы говорите, что у нас адвокаты карманные? Вот у нас есть он, Вот. да, и он, смотрите, он нас ненавидит, он постоянно нас критикует, он, так сказать, может свободно передвигаться. То есть, получается, им даже выгодно до какого-то момента пока, поскольку Кремль очень озабочен изображением этой картинки, что у него не так все плохо, да, значит, иметь такого адвоката. Но это тоже имеет свои пределы. Несомненно, имеет свои пределы, потому что если от меня избыточных будет больше проблем, то, конечно, они этот вопрос решат одномоментно. А вам самому, вам нравится быть, скажем так, марионеткой? Если играть по второму Я понимаю, о чем вы говорите. Вы понимаете, это, во-первых, от меня мало зависит, потому что у меня, кроме моей позиции, ничего нет. Если они пытаются использовать в этом смысле мое качество независимого адвоката, то я не могу им в этом препятствовать, потому что по концу все равно результат-то положительный. Я отправляю домой под защиту, неважно, кого это касалось, даже Савченко, я бы ее все равно бы защищал, если бы, зная, чем кончится это, потому что она была невиновна, и она, так сказать, была результатом войны между Россией и Украиной. Защищал Умерова, они все избежали ответственности, хотя их приговаривали к каким-то срокам. Понимаете? Даже Pussy Riot, их, вы извините меня, это были вегетарианские времена. В 2012 году их приговорили к 2 годам, а они отсидели год и 10 месяцев, 8 из которых отсидели в СИЗО очень хорошо. Понимаете? И, так сказать, к ним было направлено внимание. Ну, судьба их сложилась, как сложилась. Поэтому я не могу, это марионеточное, как вы говорите, качество, оно не от меня зависит. И поэтому, если в конце концов это помогает людям, моим подзащитным, то я не считаю, что это в ущерб идет делу. Марк, ваш кусочек правды. В этот раз я вам скажу о кусочке правды, касающейся моей личной жизни. Вот у меня умер отец в 2010 году, и вот 2 месяца назад умерла мать. И оглядываясь назад, я вам скажу, что... Причем не в последнюю очередь это случилось, потому что они сильно за меня переживали. И если все вернуть назад, я бы хотел прожить другую жизнь. Спасибо большое. У меня в гостях был адвокат Марк Фейгин. Спасибо большое, Марк. Спасибо, Андрей. Они не могут допустить существования не только отдельных независимых институтов, социальных, общественных и так далее, адвокатура один из них, между прочим, но и субъектности отдельных статусных лиц, в том числе там адвокатов. Это тоже в каком-то смысле статус. Они добивались лишения моего статуса очень давно. Это же не первая попытка, которая вот теперь увенчалась, так сказать, успехом. Но о праве не приходится говорить, о законах, потому что лишили меня статуса за 3 твита. 3 твита в моем твиттер-аккаунте. Знаете, адвокатского статуса лишают за взятки, за преступления, за обманы клиентов. А вот меня лишили за свободу слова, понимаете? И вот 24 апреля, собственно, поставлена окончательная точка, поставлен даже крест, даже скорее, такой в вербальном смысле более точный символ, на независимом институте адвокатуры. Ее больше не существует.